Здравствуйте, мы вновь в уютном зале кафе «Старая мельница». Единственный день, когда можно шуметь после 11 часов вечера, это Новый год. Сегодня у нас в гостях герой, который после 11 вечера дома точно не шумит. Зато он шумит с гитарой в гораздо более веселых, шумных компаниях и гораздо более до позднего часа, чем до 11 часов. Сегодня у нас в гостях поэт, бард, музыкант Вячеслав Анчугин. Вячеслав, здравствуйте. И поскольку сейчас у нас Новый год, давайте мы вспомним, а как обычно отмечаете Новый год вы? Уже много лет подряд я отмечаю Новый год с семьей. Мы готовим праздничный ужин. Вернее, даже Новый год начинается обычно у меня не с этого. Новый год у меня обычно начинается с того, что я наряжаюсь Дедом Морозом и начинаю объезжать родственников своих, детей своих родственников, родителей. И вот это вот вечер 31 числа я обычно встречаю как настоящий Дед Мороз. Ну а уже непосредственно перед самым встречей Нового года у нас тихий семейный ужин. Что в меню вашего семейного ужина? Это как в сказке. Горшочек, горшочек, скажи, пожалуйста, что готовят вот в этой семье, а в этой семье? Каждый Новый год моя жена достает откуда-то, я не знаю, откуда она это все делает, достает, но она достает какой-то совершенно необычный рецепт для того, чтобы этот Новый год запомнился чем-то особенным. Даже запомнилось не какое-то действие, а ощущение наступающего праздника. Потому что, несмотря на то, что мне уже далеко за 30, я думаю, что во мне до сих пор живет ребенок, который хочет волшебства от Нового года. Скажи, пожалуйста, вот что это за такое необыкновенное душевное качество, которое позволяет 31-го заставляет, вернее, наряжаться в костюм Деда Мороза, еще всех объезжать и всем там желать здоровья, там всего-всего, выслушивать кучу стишков. Вот что это такое? Это желание сделать людей счастливыми. Потому что нам всем хочется, чтобы к нам пришел Дед Мороз. Причем ждем мы Деда Мороза, не ждем мы Деда Мороза, но в глубине души нам хочется этого. Я хочу, чтобы люди, которые меня окружают, они были счастливы. И по мере возможности я пытаюсь это делать. Я знаю, что есть, Вячеслав, у вас песня про то, что хочется обязательно броситься в объятия, хочется любви, счастья. Давайте эту песню споем сейчас, порадуем зрителей. Заминка у осени. Ну что здесь такого-то? Деревья не сбросили хрустящее золото. Богатство немалое, но тронь и развеется в тепло запоздалое. Нам верится, верится, придет одиночество холодными вьюгами, простором для творчества и споров с подругами, гадания чайного, трактовки пророчества и счастья случайного. Так хочется, хочется. Ты будешь ждать приближения весны, ты будешь верить в вещи сны, ты будешь долго стоять у окна одна. А белое солнце тугим клубком закатится в тучи, как снежный ком, и вряд ли согреет оно, любя тебя. Когда-то все кончится, увы, так положено, а все-таки хочется желать невозможного, увидеть на улице, в объятия броситься, от счастья зажмуриться.
Так хочется, хочется. Ты будешь ждать приближения весны, ты будешь верить в вещие сны, ты будешь долго стоять у окна. Одна, а белое солнце тугим клубком закатится в тучи, как снежный ком, и вряд ли согреет оно, любя тебя. Заминка у осени, ну что здесь такого-то? Деревья не сбросили хрустящее золото. Но чем же расплатится она за пророчество и просто расплакаться? Так хочется, хочется. Ты будешь ждать приближения весны, ты будешь верить в вещие сны, ты будешь долго стоять у окна. Одна, а белое солнце тугим клубком закатится в тучи, как снежный ком, и вряд ли согреет оно, любя тебя. И вряд ли согреет оно, любя тебя. Ну что ж, мы на этом ненадолго прервемся. Дорогие зрители, встретимся в 16 часов только завтра.